Привет, друзья! Продолжаю серию видео о рабочих стримерах. И сегодня я хочу связать наипростейшую и в то же самое время очень уловистую мушку моп, что на русский переводится как мушка-мочало или мушка-швабра. Название мушки говорит само за себя. Главный элемент этой мушки — это, конечно же, хвост. Как этот хвост играет в воде. И материал для этого хвоста вы найдете в любом строительном магазине. То есть это швабры, это щетки, это мочалки. Ну вот такого типа. Да, вот такого типа. И как видите, цветов здесь очень много, да, то есть разных цветов. Если говорить про цвет хвостика, то у меня есть три фаворита, которые переловили, наверное, больше всего рыбу, да. То есть это желтый, это оранжевый и это цвет шартрез. Конечно, пробуйте и другие цвета, может у вас и получится. Но пока у меня в фаворитах три этих цвета. В основном я использую эту муху для ловли у дна, поэтому я вяжу эти мухи на джиг-крючках. Вот в моем случае это Dahiko Jig Hooks, да, номер 8. Вообще я вяжу эти мухи с 12 по 8 номера, да, то есть это зависит от размера мухи. Вот. И значит, джиг-крючок нам даст то, что наша муха будет идти жалом кверху, да, то есть мы будем иметь меньше зацепов. Теперь давайте поговорим про тело. То есть тело мушки, да, то есть мы можем делать, мы можем его не делать вообще. То есть мы можем сделать просто хвост и можем сделать просто торакс. Мушка ваша еще станет еще проще, да. Но я делаю тело, я буду вязать мушку с телом, поэтому я вам скажу, что я использую для тела обычно это простую синель, да, блестящую, это Ice синель или Crystal синель. Также я использую Micropolar синель, да, то есть вот. Или даже использую вот такую medium, да, то есть они будут такая более волосатые. Вот. Но опять же, вы можете экспериментировать с цветами, с материалами, как вам угодно. Давайте поговорим тогда о тораксе, да, то есть вы можете делать эту мушку без торакса, или же вы можете ее сделать с тораксом, да, то есть, и опять же, все в ваших руках, вы можете экспериментировать, что вы туда поставите, да, то есть, ну, я обычно ставлю этот даббинг, да, то есть, длинноволокнистый какой-то синтетический или натуральный даббинг. И вот мои любимые два даббинга — это Ice Dub Peacock Black и Ice Dub UV Black. Головку мы выбираем из ваших условий, да, для ловли, что вы хотите сделать с мухой, да, то есть тут вариант, да, то есть это размер головки, материал головки, вольфрам или латунь, да, или цвет головки. Ну, к примеру, речка, да, и быстрое течение, и нам надо провести возле дна. То есть понятно, что мы поставим вольфрамовую головку побольше и можем даже телом пройтись свинцом, да, то есть и ваша муха будет быстрее и качественнее работать в этих условиях. То есть озеро там нам не надо, да, то есть там обычно это поверхностное, да, то есть там муха не должна так сильно джиговать, да, то есть, но и что мы делаем? Мы делаем попышнее тело, маленькую какую-то латунную головочку, да, чтобы она блестела. Все, да, то есть, и опять же еще вариант мы можем сделать как типа Bobby Style, да, то есть сделать глаза из фома, и будет у вас Bobby Style Foam Mop Fly, да, то есть, вот, и она тоже будет работать. На эти мухи я ловлю как на классический стример, вот, свободным проплывом. Или же мы шнуром можем сделать ступенчатую или джиг проводку, да, и наша муха будет вот так вот скакать у дна, виляя красиво хвостиком. Другой способ — это ловля на коротке, то есть tie light nymphing, да, то есть чех нимфинг, long чех нимфинг. И опять же, этот стример мы можем возле дна, да, то есть провести в свободном дрифте, да, или же возле дна мы можем его с помощью кончика удилища придать ему жизнь, да, то есть и ваш стример будет выглядеть более привлекательно. Ну, непосредственно начинаем вязать эту простую муху. Значит, берем крючок, одеваем на него головку и вставляем в тиски. Проходим монтажкой до половины крючка.
обрезаем нитку. Обрезаем нитку. Значит, берем материал для хвостика и видите, я беру за хвостик и тяну его. Я тяну его, и он вытянулся, да, он стал длиннее. Обрезаем его. И как видите, у нас тут есть два корда, да, то есть даже их там будет больше, их там должно быть 4. Вот. Значит, что мы теперь? Мы берем этот хвостик и пальчиками так берем его и эти волокна мы убираем. И вот у нас остается хвостик и корд. Вот именно за корд мы будем привязывать наш хвостик именно к крючку. Значит, берем и привязываем наш хвостик. Ну, вот примерно я хочу не длинный, а вот такой вот. Да, то есть я привязываю. Так, привязал. Теперь берем корд и опять к жалу, да, то есть тем самым мы крепче закрепим наш хвостик. Следующий шаг, мы берем синель, в моем случае это вот Crystal синель. Опять же убираем волокна, да, и до корда. И прикрепляем синель. Значит, зафиксировали. И теперь аккуратненько вокруг мы обматываем нашу синель. Ну вот, там буквально 3-4 оборота. Следующий шаг. Так, обрезаем. Обрезали. Пройдемся опять монтажкой. Ну и следующий, последний шаг, это у нас, конечно, торкс. В моем случае это будет какой-то из Peacock Black. Да, берем торкс. Столечки. Закрепляем торкс вокруг. Делаем, ну вот закрепили. Делаем полу узел. Берем узловяз, делаем узел. Обрезаем нитку. Как обычно берем лак сверху лаком. Да, то есть капнем чуть-чуть. Может даже попасть на головочку, ничего страшного не будет. И потом, по желанию, можно расчесать. Я, например, расчешу. Да, то есть возьму и давим только чуть-чуть расчешу. Ну вот, вуаля, наша муха готова. Муху мы вязали от силы 1,5 минуты. Эта муха хорошая, рабочая. Ну, надеюсь, вам все понравилось. Так что пока, до новых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал.